Привет, друзья! Новый формат качественного юмора, воплотившийся в программе Comedy Club, одним из создателей которого стал Гарик Мартиросян, стал неиссякаемой золотой жилой для большинства комедиантов. Гарик активно эксплуатирует эту жилу в течение более 10 лет. Завидовать ему или восхищаться его успехом каждый решит для себя индивидуально. Ну а мы постараемся беспристрастно изучить интересные факты из его жизни, узнать, каким имуществом он владеет, а также озвучить приблизительную цифру, в которую оценивается его состояние. Ну а перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Гарик Мартиросян и сколько он зарабатывает. Гарик Мартиросян родился 13 февраля 1974 года в Ереване. Родители попросили записать даты рождения 14 февраля, так как, по их мнению, 13 – это несчастливое число. Поэтому день рождения Гарик празднует 2 дня подряд. Отец Юрий Михайлович – инженер-механик. Мать Жасмин Суреновна – врач-гинеколог, доктор наук. Младший брат Гарика, с которым они были очень дружны, Левон Мартиросян, занимает должность помощника президента Армении. Сегодня Левон Юрьевич стал чрезвычайным и полномочным послом Армении в Канаде. Несмотря на исключение из музыкальной школы за плохое поведение, позже все же Гарик освоил игру на рояле, гитаре, барабанах и смог сам писать музыку. После окончания школы Мартиросян продолжил обучение в Ереванском государственном медицинском университете, где и получил специальность невропатолога-психотерапевта. Врачом проработал всего 3 года, хотя профессия ему очень нравилась. Его ожидало другое будущее после знакомства с командой КВН Ереванского университета. С 1993 года Гарик стал игроком команды КВН «Новые армяне», а позднее ее и капитаном. В 2005 году Мартиросян вместе с другими участниками своей команды создали новый проект на телевидении Comedy Club. Когда над успешным проектом трудятся десятки талантливых людей, это предопределяет многолетний успех начатого дела. Так получилось и с Comedy. Когда-то это было всего лишь шоу с первоначальным капиталом в $600. Со временем оно выросло до масштабов бренда в виде мощнейшего в России продюсерского центра, основателем которого является Гарик Мартиросян. В 2006 году вся страна наблюдала за выступлениями Мартиросяна и Долиной в проекте Первого канала «Две звезды». Гарик и Лариса стали победителями этого конкурса. В этом же году на телеканале ТНТ стартовало новое шоу «Наша Раша». Сопродюсером и соавтором сценария шоу вновь стал успешный шоумен Гарик Мартиросян. В 2008 году в эфир Первого канала выходит новое шоу «Прожектор Перес Хилтон», ведущими которого вместе с Гариком становятся Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цикало. В студии в юмористической форме обсуждались актуальные на тот момент темы недели, комментировали газетные статьи и высказывания политиков. Среди гостей программы в разное время оказывались знаменитые политики, журналисты, шоумены, бизнесмены и спортсмены. В их числе Антонио Бандерас, Уилл Смит, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Александр Ширвинд и многие другие. Мартиросян также выступает в качестве продюсера таких телевизионных проектов, как «Смех без правил», «Лига наций» и «Шоу Ньюс». Он выступил ведущим программы «Минута славы», «Главная сцена» и «Танцы со звездами». В 1997 году, который стал судьбоносным для Мартиросяна, он выступал в Сочи в качестве капитана сборной КВН и встретился со студенткой Ставропольского университета Жанной Левиной. Надо признать, что тогда они просто познакомились, даже не обменявшись телефонами. Скромная и весьма застенчивая девушка с юрфака тогда решила, что красавица-весельчак, капитан сборной КВН из города Ереван, забудет о ней, как только она скроется с его горизонта, и уехала сдавать экзамены. Однако спустя год великая игра всех времен и народов, КВН вновь свела их вместе. С тех пор два любящих сердца не расставались никогда. Начиная с 1998 года по настоящее время, они муж и жена. Сегодня жена Гарика – писатель-блогер. В 2018 году вышла ее книга «Дневник жены юмориста». У Гарика и Жанны 2 деток – дочь Жасмин и сын Даниэль. Они занимаются музыкой и спортом. По примеру своих родителей, Гарик и Жанна воспитывают детей в рамках традиций, которые складывались веками. Дети шоумена обучаются в элитной гимназии имени Примакова.
Ежегодный взнос в это заведение составляет 200 тысяч рублей. Учитывая, что детей у Гарика двое, на обучение детей он тратит порядка 400 тысяч рублей каждый год. Популярный артист любит проводить время со своей семьей, не забывая, однако, и о футболе, своем юношеском хобби. Сегодня играть Гарику Юрьевичу удается крайне редко, однако никто не мешает ему компенсировать это досадное неучастие. Он болеет за московский «Локомотив» и Манчестер Юнайтед. Если посчитать все виды деятельности, охватываемые востребованным артистом, без ложной скромности можно заявить о его состоянии, исчисляемом миллионами долларов. Еще в 2016 году в прессе прозвучало, что состояние Мартиросяна составляет 3 миллиона долларов. Разумеется, в течение 4 последних лет сумма увеличилась в несколько раз и по неподтвержденным данным составила 8 миллионов долларов. Свое собственное шоу «Мартиросян Офф» комик ведет из своей собственной квартиры. Стоимость 5-комнатной квартиры, расположенной в элитном жилом комплексе «Золотые ключи Москвы», составляет 6 миллионов долларов. Интерьер квартиры весьма необычный. Каждая комната по-своему оригинальна. Обои в коридоре с изображениями лиц людей, кровать на пьедестале, классическое оформление кухни, театральное оформление детской комнаты, необычный арт-объект – уборная. Сам артист опровергает эти слухи о своих высоких доходах. Скорее всего, Гарик скромничает, ведь учитывая его занятость и востребовательность, озвученные цифры и роскошь все же более реальны, чем их опровержение. Одним из источников дохода является Comedy Club. После его открытия в 2003 году Гарик стал неплохо зарабатывать. Но ранее Comedy был чисто закрытой вечеринкой для знаменитостей и насчитывал не более десятка столиков. Сейчас стоимость билета на концерт начинается от 15 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей в зависимости от места. Часть из этих денег идет на аренду зала, зарплату артистам и съемочной группе. Но большую часть из этих денег получает именно Мартиросян. Если концерты проходят в Барвихе, то там зал вмещает в себя примерно 94 столика, и за каждым из них находится по 4 человека. Можем предположить, что даже если в Барвихе люди покупают билеты по 15 тысяч рублей, что далеко не так, то сумма выходит за концерт 5 миллионов 640 тысяч рублей. А вот если все билеты проданы по 100 тысяч рублей, то и сумма становится 37 миллионов 600 тысяч рублей за один концерт. Неплохо, правда? Сегодня Comedy – это не просто развлекательное шоу, он уже считается брендом и продюсерским центром для многих проектов. Таких как «Наша Раша», «Интерны», «Где логика», «Танцы». Всего более 50 проектов от Comedy, и в каждом из них Гарик является ведущим звеном и получает от проектов немалые прибыли. Про свои машины Гарик не часто говорит. Начинается его автомобильная история с Audi Q5, которую он купил, будучи резидентом Comedy. Стоила такая машинка около 3 миллионов рублей на тот момент. В гараже Мартиросяна стоит автомобиль, который он не собирается продавать уж точно. Это Mercedes-Benz G63, или в простонародье гелик. Стоит такая машина около 12-15 миллионов рублей. Гарик не раз признавался, что любит Мерседесы и считает, что они производят лучшие автомобили, а на гелике он чувствует себя царем на дороге. Еще один автомобиль, который до сих пор стоит в гараже Мартиросяна, это Range Rover. Сейчас на нем изредка выезжает жена Гарика. Брал он его за 6-7 миллионов рублей. Гарик рассказывал про Range Rover, что это отличный автомобиль, но быстро приедается. У Мартиросяна есть любимый автомобиль всех депутатов Mercedes-Maybach S500. Стоит такая машинка далеко не дешево, около 8-10 миллионов рублей. Так как Мартиросян не ездит за рулем этого автомобиля, у него есть личный водитель. На заднем сидении он устроил все под себя, вложил в это еще 1,5 миллиона рублей. На S500 Гарик ездит только на деловые встречи. Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.